Привет всем! Вы снова на канале Стоккасла, с вами Виктор. Сегодня я вам подскажу, как определить шум подшипников в двигателе. Как я уже говорил, вот это спортмотор. Вот он у меня сейчас разобранный. Хочу показать вам маленький, как маленький лайфхак, чтобы не разбирать полностью все. Вот смотрите, у меня оно сейчас соединено проводом. Чтобы инвертор не разбирать, полностью в хлам не разбрасывать, для того, чтобы заменить подшипник. Так, ну что, открутить вот эту крышку надо. Вот тут по кругу идут болтики. Потом открутить вот здесь на высоковольтных проводах, клеммах. Вот тут они находятся, 3 болта под такой оранжевой тут заглушкой. Откручиваете, крышку снимаете. Этот провод, он идет вот здесь, когда буду собирать, покажу. Он идет вот тут на фишке, подключается. Вы фишку снимаете, и когда уже раскручиваете все болты, когда уже будете раскалывать, вот этот провод, он просто выходит. Потихоньку его с той стороны помогаете выйти, и вот так вот оно разбирается. Вот так. Что с этим двигателем произошло? Загудел подшипник. Надо было определить, какой подшипник. И мы разобрали. Разобрали, узнав, что гудит подшипник. Каким способом? Спрашивают. Сейчас я вам покажу. Ага. Вот. С помощью вот этой досточки мы узнали, что гудит здесь подшипник. Вот. И в какой части? Машину подняли, запустили, и вот эту досточку прикладываете к каждой части, например, сюда приложили, вот так вот, ухо приложили, когда крутится мотор, и оно слышно, в какой части подшипник гудит. Надо вот это проверить. То же самое, прилаживаете досточку, кто вот этим медицинским, как оно называется, эндоскопом, кто ломиком, кто какой-то железячкой. Доска тоже хорошо проводит звук. И вот прилаживаете и слушаете. Если гудит, то оно отдает на досточку очень сильно. И можно проверить, в какой части двигателя более сильнее гудит. Так же само, когда машина стоит еще на подъемнике, вы можете сначала проверить, ставите досточку на суппорт колесный, ухо приложили, послушали. Если подшипник на суппорте не гудит, значит не то. Так же самое с другой стороны. Чтобы исключить, как бы сказать, лишнее разбирание. Вдруг подшипник гудит на ступице, то, конечно, ошибочно разобрать двигатель — это лишняя работа. Вот. Когда я прослушивал двигатель,
я уже знаю, как гудит первичный вал, подшипник первичного вала. То есть сейчас я вам покажу. Вот вал. Так. Вот подшипник. Это я уже снял. Тут еще гайка есть. Оно вот так. И тут гайка. Как я проверил? Уже в одном видео я показывал. Вот берется дрель, вставляется отвертка. Ставите вот так вот в таком положении. Или просите товарища. Вот так держите. Отвертку вставляете вот сюда. Она чтобы не провалилась. Что, отвертка она круглая. Она не проваливается туда. Ну, и резиновая. Дрелью разгоняете подшипник. И оно слышно. То есть, ну он и так уже. Вот, если звук камера передаст. Вот такой звук она создает. Обычно в этих двигателях в первую очередь выходит из строя вот этот подшипник. Вот. И еще один выходит подшипник, который так, находится под этой крышкой. Тут стоит сальник. Этот сальник тоже часто выходит из строя. Вот я ее вытянул с помощью шурупов, закрутил шурупы с помощью плоскогубцев и досточки. В общем, он вот здесь стоит. И вытянул. Сейчас все это очищу, промою, выдую. Вот. Потом, что еще? Ну, так же само и когда уже разберете, проверите уже все остальные подшипники. Вот этот подшипник становится вот здесь и фиксируется только одной гайкой. То есть вот эту гайку обязательно надо садить на закрепитель резьбы. Вот так вот. Без закрепителя резьбы, ну, лучше не ставить. Вот. И потом все вычищаете, каждое отверстие, где вкручивается болт, не забудьте выдуть, вычистить, потому что если останется там масло, жидкость, я уже в некоторых видео рассказывал, что лопается. Ну и так все. Ну и прежде чем разбирать, фиксируйте все, пожалуйста, на видеокамеру, на телефон, фотографируйте все. Так, чтобы снять шестерни, все шестерни снять, сначала изначально снимается вот тут большая шестерня, вон она лежит. С этой стороны откручивается 6 гаечек, и она вытаскивается. Потом снимаете масляный привод. Перед тем как снять вот эту большую шестерню, нужно на маслоприводе снять масляную такую шестерню. Она черная такая, пластиковая, держится на одной скобочке. Снимаете, потом снимаете вот эту шестерню с
6 гаек открутили и потихоньку сюда ее вытянули. Потом масляный сам привод, насос. И уже вот тут под каждой шестерней есть по 3 болта. Там такие полукольца стоят, они прикрученные. Тоже их откручиваете. И еще раз, как я снимаю вот эту шестерню первичного вала с ротора. С помощью ключа, вот так вот, она вот так вот стоит, с помощью газового ключа заводите, а тут есть такая шайка, она не дает ключу, и подлаживаете сюда вот так досточку, вот досточку, это оно так стоит, ну вот так вот, вот так ключ, и с этой стороны монтировкой под ключ ее выдавливаете, и оно выскакивает. Оно там не плотно стоит. Ну, с двух сторон можно тут досточку ложить, и тут, и двумя этими монтировками цепляясь за ключ, и оно выходит. Ну и потом уже все собираете так же само обратно. Потом, ни в коем случае, когда будете откручивать вот эту гайку, где она? Вот эту. Зацепиться не за чего. Вот. Чтобы ее открутить. Зажать в тиски тоже вот, не надо зажимать, потому что можете вдавить. Тут пустота внутри. Можете сдавить и сделать яйцом. И уже потом тю-тю. Снимать. Если ротор снятый, надеваете вот так на ротор. Ну, с другой стороны. Вот так вот. Надели. И зубилом, ну каким-то тупым инструментом и молотком ударили, сорвали и все. Так же самое и закручивать. Нанесли, сюда закрепили резьбы, затянули, поставили на место и еще раз легонечко ударили молоточком с зубилом тупым. Почему тупым? Чтобы не рубануть вот эту гайку тут, ее не повредить. Чуть-чуть поджали и все. Вот. Ну и собирать. Так же само, в том порядке, как вы разбирали и снимали на себе на камеру, на видео, на фото. Какую часть первую снимали, такую и в обратном порядке. Вот. Так что, кому что-то поможет, пускай помогает. Так что, всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. По возможности буду отвечать.